кратенькое видео про замену пыльника тормозного суппорта. В общем, на А6C6 менял, и там пыльник другой конструкции. Суппорт очень похожий, прям один в один, как будто же там. Но там пыльник вставлялся внутрь, грубо говоря. Нельзя было пыльник поменять без извлечения этого тормозного поршня. Здесь уже пыльник такой. И здесь имеется такая металлическая, что ли, впаянная в резину какая-то такая штука. Сейчас постараюсь найти. Короче говоря, где-то старая была, наверное, я выкинул. Короче, она у меня сгнила, и под нее попала вода, и вот это вот место там было забито ржавчиной, поэтому купил новый. Но я думал, что он одевается прямо элементарно, вот так вот, вот сюда. Но не все так просто, и первый пыльник у меня оказался уже порванный. Он, оказывается, легко рвется, поэтому надо очень внимательно. Существует специальная оправка. Я вот купил второй уже пыльник. Специальная оправка. Я вставлю видео, как она выглядит. Но сейчас попробую как-то это вставить. Здесь ни бортика, ничего. И оно... Не знаю, я часа 2 возился, чтобы не порвать аккуратно. Но в итоге все равно порвалось. Значит, что мне помогло? Помог вот такой вот хомут 60×80. Еле-еле зашло. То есть выставляется сначала по суппорту длина вот этого окружности. В одиночку у меня так и не получилось. Только с помощью еще одной пары рук, когда я держал этот хомут вот так вот, направлял, и второй человек постукивал вокруг. И в таком случае пыльник зашел. Короче, не знаю, зачем так АТЕ сделали. Понятно, что сделали для упрощения замены пыльника без снятия поршня. То есть пыльник можно, в принципе, поменять по их задумке с минимальными затратами по времени. Но на самом деле в А6 я возился гораздо меньше. Но там пыльник вставлялся, грубо говоря, под поршень. Я оставлю в видео ссылку на то видео, где я менял этот пыльник. Ну, грубо говоря, вот сейчас как-то с этим справился. На это ушло у меня 2 пыльника и часов, наверное, 4. Вот, на этом все. Еще раз, не знаю, по-моему, не говорил, что все-таки этот суппорт у меня немножко подклинивает почему-то. Ну, надеюсь, из-за того, что в тот пыльник ржавчина попала, и вот такие вот дела, и стал он подклинивать сам поршень.